Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В русском языке у прилагательных есть сравнительная и превосходная степень. О сравнительной степени мы уже говорили. В этом видео предлагаю сконцентрироваться на превосходной степени или суперлативе. Если нужно выразить мысль, что предмет, лицо обладает каким-либо качеством в большей степени, то мы как раз используем превосходную степень суперлатив. И в русском языке есть две формы образования превосходной степени: простая и сложная. Пойдем нелогично. Начнем со сложной формы. Сложная форма образуется от любого качественного прилагательного с помощью слова «самый» и согласуется с прилагательным в роде, числе и падеже. Согласуется, что значит, что какой род, число и падеж будет у прилагательного, точно такой же род, число и падеж будет у слова «самый». Например, это самый красивый город на земле. Город он красивый, самый. Это самая быстрая машина на Формуле 1. Машина она быстрая, самая. Это самое глубокое озеро в мире. Озеро оно глубокое, самое. Это самые высокие горы в Европе. Горы они высокие, самые. Как вы видите, это самый простой вариант образования превосходной степени. Но называем мы это сложная форма, сложная превосходная степень, потому что она состоит из двух слов. Еще одна сложная превосходная степень – это когда мы используем слова всего, всех. Данная превосходная степень образуется от простой сравнительной степени, качественных прилагательных и местоимений в родительном падеже всего, всех. Важно, что одна и та же форма используется со всеми прилагательными, то есть одна и та же форма будет у всех родов, чисел и падежей. Этот город красивее всех. Эта машина быстрее всех, это озеро глубже всех, эти горы выше всех. Сравнительная степень красивее, быстрее, глубже, выше и слово всех. А теперь поговорим о простой превосходной степени. Как мы образуем простую превосходную степень в русском языке? Отличие простой превосходной степени здесь нет никакого сравнения. Если сложная превосходная степень мы все-таки сравнивали другие предметы, а в простой превосходной степени не требуется никакого сравнения. В данном случае превосходная степень прилагательных образуется с помощью суффиксов «аиш» и «ейш». Прилагательные в превосходной степени с суффиксами «аиш» и «ейш» изменяются по родам, числам и падежам. Байкал – глубочайшее озеро в мире. Вундеркинд – умнейший ребенок. Джомолунгма – высочайшая вершина на земле. Не понимаю, почему у нас в стране такие строжайшие правила. Риторический вопрос. Повторим, что предмет, лицо в данном случае обладает качеством в чрезвычайно высокой степени и без сравнения с другими. А теперь самое интересное. От простой превосходной степени мы можем образовать еще одну простую превосходную степень при помощи уже приставки на «и». У нас есть глубочайший, а мы можем сделать наиглубочайший. Например, мы решаем наиважнейшие вопросы, не просто важнейшие, а наиважнейшие, то есть самые важнейшие вопросы. Часто данная приставка является дополнительным ударением в слове. И вы видите, когда я говорю, я прям акцентирую внимание на этом «наи». Прилагательные в данном случае также изменяются по родам, числам и падежам. Забыла сказать, что есть еще одна сложная превосходная степень, которая образуется при помощи двух слов. Или слова «наиболее» – увеличение качества, или слово «наименее» – уменьшение качества.
И данные слова, конечно же, используются при сравнении с другими предметами и лицами. Наиболее важные решения он принимал самостоятельно. Эта часть фильма мне показалась наименее интересной. Есть много вариантов образования превосходной степени в русском языке, и превосходная степень в русском языке может быть в сравнении или без сравнения с другими. Без сравнения это только простые формы превосходной степени, то есть с суффиксами аиш и ейш и префиксом наи. А при сравнении мы будем использовать дополнительные слова самый, наиболее, наименее или местоимение всех, всего. Как вы видите, превосходная степень не такая сложная в русском языке, но зато есть много вариантов образования превосходной степени качественных прилагательных в русском языке. Учите русский язык, говорите интереснее, используйте разные формы русской грамматики, и ваш русский язык будет красивее всех. Подписывайтесь на канал Russian Language Club, давайте дружить, общаться в социальных сетях. И сегодня все. Пока-пока. До скорой встречи.